Всем привет! Сегодня расскажу про несколько удивительных растений. Поехали! И начну, пожалуй, со всем известного бамбука, древовидного растения из семейства злаков. Встречается во многих регионах мира. В тропических странах его заросли образуют настоящие леса. Бамбук отличается чрезвычайно быстрым ростом. За несколько месяцев он может вырасти до 30 метров, так как многим деревьям на это требуется несколько лет. В Мьянме гигантский бамбук прибавляет 50 сантиметров в день. В чем же его секрет? У большинства растений рост стебля происходит за счет верхушки. У медленно растущих видов она не длиннее 6 мм. У бамбука напротив, центр роста занимает около 60 сантиметров. К тому же молодые побеги бамбука растут в течение всего года, тогда как большинство деревьев растет лишь месяц в году. У бамбука есть еще одна особенность. В возрасте 3-6 лет растения одной группы, произошедшие от общего родителя, умирают все одновременно по причинам, пока еще не выявленным. Гигантские растения покрываются крупными цветками, которые забирают все резервы сахара в стебле, и после плодоношения бамбук погибает. Эта массовая гибель оборачивается настоящей катастрофой для жителей регионов, где из бамбука строят дома и делают мебель. Это драма и для большой панды из Китая, которая питается почти исключительно побегами бамбука. Удивительно то, что бамбуки одного вида цветут одновременно, независимо от района произрастания. Так, бамбук на Ямайке цветет тогда же, когда и бамбук, выращенный в Англии. Опунция – это кактус, у которого нет листьев, но на них похожи его стебли. После дождя это разделенные на сегменты плоские мясистые стебли толстеют, запасая влагу. Плоды вызревают на концах стеблей, они съедобны и высоко ценятся в Америке и других странах. В засушливых районах опунция редко бывает высокой и растет небольшими обособленными группами. Однако на Галапагосских островах опунция вырастает до 12 метров. В высоту ее ствол у основания может достигать 1 метр в диаметре. К счастью, он покрыт толстой корой, что защищает растения от прожорливых здешних черепах. Молодые кактусы усеяны длинными колючками, опадающими по мере роста растения. Самый большой кактус в мире – это пахицериус. Диаметр его ствола нередко превышает 1,5 метра. Прямые боковые ветви, делающие его похожим на канделябр, возносятся на высоту более 20 метров. Эти гиганты образуют настоящие леса в пустынях Мексики. Возраст самых старых среди них составляет около 100 лет, а их вес часто превышает 10 тонн. Корни пахицериуса распространяются вокруг ствола на 15 метров, усваивая влагу до последней капли. Во время дождя поглощаемая ими вода поступает по системе специальных каналов в стебли, которые сильно разбухают. Кактус может запасти до 10 тонн влаги и противостоять засухе несколько лет подряд. В мексиканской пустыне Сонора растет кактус Карнегия. Он может достигать 15 метров в высоту, весить около 6-7 тонн, запасать до 1 тонны воды и жить около 200 лет. Его древовидный ствол и боковые ветви складчаты, как мехи аккордеона, но наполняясь водой, они расправляются. В сильный дождь кактус может лопнуть, если его корни впитают слишком много влаги. На острове Ямайка растет удивительный кактус Селицинериус. Его покрытые колючками граненые стебли оплетают ветви деревьев, достигая в длину около 100 метров. Раз в несколько месяцев по ночам на них появляются восхитительные белые цветки, диаметром более 35 сантиметров. Они издают сильный запах ванили, который буквально пропитывает весь лес и привлекает летучих мышей, опылителей растений. К сожалению, эти прекрасные цветки через несколько часов увядают. Один из самых крупных цветков в мире – Рафлезия арнольда, произрастающая на островах Калимантан и Суматра в Индонезии. Рафлезия не имеет ни стеблей, ни листьев. Это растение-паразит развивается на корнях лиан. Сначала его проростки внедряются в ткани лианы и получают из них питательные вещества. Постепенно у Рафлезии развивается цветочный бутон размером с баскетбольный мяч. Затем бутон лопается и раскрывается гигантский цветок с 5 красно-белыми лепестками, окружающими трубку околоцветника, который способна вместить 7 литров воды. Этот распространенный на земле цветок достигает 1 метр в поперечнике при весе до 10 кг. Секрет Рафлезии – ее цветок пахнет падалью, привлекая множество мух. Сначала насекомые попадают на цветочный диск, усаженный шипиками. Барахтаясь, мухи проваливаются еще ниже, в кольцевую борозду, где тонкие волоски направляют их к тычинкам, высыпающим липкую пыльцу на спину насекомых. Отягощенные ношей мухи выбираются наружу и летят к женским цветкам Рафлезии, доставляя пыльцу к их пестикам и оплодотворяя семязачатки. Сформировав от 2 до 4 миллионов семян, цветок сгнивает на месте. Вельвичия растет на каменистых почвах пустыни Намиб, юго-западной Африки.
Мощный корень надежно закрепляет растение в почве. Внешне оно напоминает растрескавшийся пень с полусухими листьями. У вельвичии всего 2 широких кожистых листа, которые растут на протяжении многих сотен лет и с течением времени разрываются на ленты. Возраст некоторых вельвичий более 2000 лет. Низкий толстый ствол этого своеобразного дерева-карлика похож на пень и почти полностью скрыт в земле. Вельвичия противостоит зною пустыни благодаря своим листьям. Она поглощает влагу из туманов, которые окутывают пустыню Намиб каждое утро. Впрочем, растение способно выдерживать засуху в течение 2 лет. Длина его листьев нередко превышает 2 метра, поскольку ветер обычно обламывает их концы. Правда, говорят, что они могут достигать и 100 метров в длину. По мнению ученых, вельвичия уже существовала 220 миллионов лет назад. Правда, никаких подтверждений этому пока не обнаружено. Однако у вельвичии действительно много примитивных признаков, особенно в способе ее размножения. Пока неизвестно, как опыляются женские растения с помощью ветра или насекомых, а вокруг материнского растения всегда развивается множество молодых побегов. Похоже, вельвичия еще не готова раскрыть все свои секреты. Литопсы. Родом это многолетнее растение из южных регионов ЮАР, а точнее из пустыни Ботсвана и Намибии. Легко спутать с камнями, тот же внешний вид, тот же цвет. На самом же деле это подземные деревца, ветви которых заканчиваются 2 листьями, лежащими на поверхности почвы. Это наполненные водой листья помогают растению переждать засуху. Растение легче всего обнаружить, когда оно цветет. Белый или желтый цветок раскрывается над листьями, но только на послеполуденное время. Может быть, растения камни маскируются из скромности, или так они спасаются от травоядных животных, которым их хватит лишь на 1 зуб. Сейшельский орех или ладоиция – высокая, медленно растущая пальма высотой около 30 метров, имеет самые крупные семя в мире. Это плод пальмы, растущий на Сейшельских островах. По форме он несколько необычен и слишком тяжел, чтобы его распространяли животные или ветер. А для его зарождения необходимо участие многих мужских и женских особей сейшельской пальмы. Сейшельский орех достигает 40 см в длину и весит до 20 кг, созревает около 7-10 лет. Силогинелла – возрождающее растение, размером от 5 до 10 см в умеренном климате и до 2-3 метров в тропиках. Силогинелла распространена по всей Земле, за исключением холодных областей. У нее достаточно сил, чтобы противостоять засухе. Когда влаги не хватает, она скручивается в бурый или желтоватый шар, кажущийся безжизненным. Но как только начинается дождь, растение расправляет листья, вновь становится зеленым. Пока влаги достаточно, силогинелла сохраняет свой обычный вид, но с наступлением засухи снова желтеет и скручивается. Она может годами терпеливо ждать очередного дождя. Офрис насекомоносный – многолетнее растение высотой до 30 см. Эта орхидея пользуется изощренной тактикой привлечения насекомых, которые переносят ее пыльцу с одного цветка на другой. Она принимает вид самих опылителей. Так, губа цветка, нижний лепесток венчика этой орхидеи, имеющей коричневую окраску с пятнышком металлического отлива, напоминает тело насекомого, а тонкие соседние лепестки похожи на его усики. Цветки офриса пчелоносного опыляются только самцами пчелы эвцеры. Толстая губа цветка с поперечными желтыми полосками очень похожа на насекомое. 2 бархатистых бугорка по краям губы напоминают комочки, собранные им пыльцы. Еще удивительнее то, что эта орхидея испускает тот же запах, что и самки пчел. Привлеченные этим запахом самцы принимают цветок за самку и стремятся спариться с ней. Ползая по цветку, самцы встряхивают пылинки, и пыльца прилипает к их телу. Посещая очередной цветок, насекомые оплодотворяют его семизачатки. Цветки орхидеи начинают испускать запах раньше, чем самки пчел, и приманивают самцов, отвлекая их от поисков самок. На этом я закончу первую из 3 частей. Всем спасибо за просмотр.